Друзья мои, я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем ожидания ваши и по поводу вас. Насколько вы живете так, как вы ожидали, или вы не так живете, вы переживаете, страдаете, вы не уверены в себе, у вас чувство вины, что вы не выполнили, что ли, родительские ожидания, наказы и так далее. В общем, давайте совсем с этим разберемся. Здрасте. Добрый вечер, алло. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Михаил сейчас озвучивал тему, и я просто понимаю, что я не удивилась, что я с первого раза позвонила, потому что это вот просто все про меня, все мое. Меня зовут Екатерина, мне 38 лет, я живу в Москве. Угу. А что, собственно, ваше? Все ваше, это в каком смысле? Все мои ожидания, как я представляла, когда я была юной. А как вы себе представляли? Расскажите. Да, я представляла себя в 38 лет счастливой, богатой, свободной. Оказывается, что, в принципе, я тогда все 14 была такой. И сейчас я не богатая, не счастливая, не свободная. Не свободная в каком смысле? Не свободная, но у меня очень повышенная тревожность и очень повышенное чувство ответственности. Потому что когда женщина говорит «я не свободная», имеется в виду, что она замужем, а вы другое имеете в виду. Я не свободна от ожиданий своих родителей, которые эти ожидания я абсолютно не удовлетворяю. А они что хотели, родители ваши? Они хотели, чтобы я была красивая, счастливая, замужняя, богатая, а вот у меня нигде я не попадаю, ни в один из этих пунктов. В общем, суть в том, что я очень сильно зависима от мнения моих родителей, очень оглядываюсь, жду их оценки, чтобы меня похвалили и как-то погладили по голове, но этого не происходит. А вы знаете, что это может быть частью причины, почему ваши ожидания не оправдываются? Не поняла. Это может быть частью причины, из-за которой вы не живете так, как хотели. Желание, чтобы родители вас похвалили, если коротко. Я понимаю, да. Но не понимаю, почему, да? Но не понимаю, почему в 38 лет я никак не могу разорвать это. Вот давайте как раз с вашего звонка и начнем анализировать, что с нами происходит. Почему я так говорю? Потому что человеку, Екатерине, 38 лет, а ее, мнение по поводу родителей, ее зависимость от их мнения такая, как будто ей не 38 лет, а лет 5. И на самом деле, с точки зрения самореализации, ей лет 5. Так как Екатерина не вышла из этой истории и продолжает быть ребенком по отношению к родителям, то многие в ее жизни и не происходит. Потому что это то, что тянет ее назад. Вот я предлагаю Екатерине, так не сразу будем шашкой махать, что типа сейчас завтра богатые, красивые, на самом деле, то, что Екатерина себе не нравится. Потому что она говорит, что они хотели, чтобы я была красивой, хочет спросить, а я какая? И судя по реплике, Екатерина себя красивой не считает. Давайте, Екатерина, начнем с самого простого. Вам надо научиться быть независимой от мнений не только родителей, но и других людей, чтобы хотя бы в 38 лет, лучше поздно, чем никогда, начать жить некой своей жизнью, никак не завязанной на ожидания других людей, даже если это родная мать. И до тех пор, пока вы завязаны на ее ожидания, вы продолжаете быть неудачным ребенком. Для этого вам предлагается закрыть рот по поводу мнения о себе других людей. То есть вам не надо их спрашивать ни о чем. Ни маму, ни начальника на работе, ни подругу, ни продавщицу в магазине. Вообще никого не спрашивать о том, как вы, что вы,
правильно, неправильно, красиво, некрасиво, идет, не идет, нравится, не нравится. Когда у вас возникают такого рода вопросы, то вы должны обращаться к себе и саму себя спрашивать, и самой себе отвечать. Давайте начнем с этого какую-то новую жизнь. Добрый вечер, мне 37 лет, в детстве я мечтала стать актрисой. Кем только сейчас не поработала, но вообще-то не могу себя найти в принципе в профессии. Нормально ли это? Сколько лет? 38? 37. 37, ну 37 еще, вот 38, а 37 еще можно, да. Нет, это плохо. Но, в принципе, теоретически человек может себя искать всю жизнь, но дело в том, что вы это пишете не в смысле «я себя ищу», а в смысле недовольства собой, даже спрашивать, нормально ли это, видимо, предполагаю, что, может быть, и не очень нормально. Я вам так отвечу. Я сам себя тоже много лет искал. Ну, как много лет? Я вот в 16 практически закончил школу, а диплом психолога я получил в 28. То есть у меня на поиск себя ушло в общей сложности, это получается... Как говорил Райкин, 7 пишем, 5 на ум пошло. Короче, 12 лет почти. Я учился на театрального режиссера. Я был в училище, которое, такая была шикарная история, выпускало цветоводов-декораторов. И была абсолютно халявная работа за очень большие деньги. В гостинице, она называлась «Белград», ее сейчас уже нету. Снесли Белград. Да, там, по-моему, золотой Golden Ring и что-то еще. Вот. И там нужен был цветовод-декоратор. Делать ничего не надо. Надо поливать цветы. Внимание на экран. За 180 рублей в месяц. Чтобы вы понимали, моя зарплата в школе была 69 рублей. То есть это получается почти в 3 раза выше моей зарплаты. Но меня не взяли на эту работу, потому что я еврей, а там были иностранцы. И государство старалось одно с другим не смешивать, на всякий случай. От греха подальше. Вот. И люди себя ищут. Но дело в том, что когда человек хочет быть актером, здесь тоже все непросто, потому что у 90% людей, которые хотят быть актерами, у них желание не профессию эту получить, а встать на сцену и сказать: люди, львы, орлы и куропатки. Мария, откуда это? Из Чехова. Да, из «Чайки». Антона Павловича, да. Пьеса «Чайка». Так вот, желание быть на сцене, в центре внимания, добиться любви других людей, толкает людей в профессию актер. Вот когда ты хочешь быть слесарем, ты понимаешь, чем занимается слесарь, да? И тебе хочется этим заниматься. А когда ты хочешь быть актером, то до 90% желание состоит из того, что ты хочешь быть в центре внимания. Ну, у нас звоночки. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мария. По случайному совпадению, я тоже из Москвы, мне тоже 38 лет, как и первый. Я тоже актриса? Да, меня зовут Анна, но у меня другая история. Тоже такой, скажем так, вопрос про родителей я хотела бы задать. У меня в жизни как бы все сложилось в целом так, как я хочу. Я живу на сегодняшний день по всем основным пунктам, как мне нравится. Я на любимой работе работаю. То есть ваши ожидания абсолютно реализованы, да? Да, то есть, в принципе, я получила профессию, которую хотела, я работаю на любимой работе, в этом плане. А можно открыть? Я, в принципе, живу в тех условиях комфортных, которые мне нравятся, меня все устраивает. Анна, а что за профессия? Что вы хотели, чем вы занимаетесь? Я провизор. То есть есть дети, которые хотят быть провизорами? Я хотела, да, наверное, но в моменте детства я не очень понимала, что это будет связано, что это будет именно фармация. Почему? Потому что я хотела быть связана с медициной, но как бы я не хотела, я понимала, что я не хочу. Вы осознанный ребенок. Так, рассказывайте дальше. Вот, то есть сейчас, в принципе, вот то, что я хотела, оно состоялось. За одним исключением, я, в принципе, кстати, в детстве об этом не думала. Я никогда себя не представляла там матерью, женой и все в таком духе. То есть у меня сейчас этого нет. Я была замужем, я развелась, детей у меня нет. Но меня это как бы, я с этим не имею проблем. Ага. Мне хорошо так, как я есть. Но нехорошо моей матери.
Я вот, собственно, вот в этом пункте она все остальное обесценивает, все, что у меня есть в жизни. Она мне всегда, каждый раз, когда мы общаемся, она мне говорит, я хочу, чтобы ты была счастлива. И когда я говорю, я счастлива, у меня реально все хорошо. Нет, ты не понимаешь, надо, чтобы ты была счастлива с мужчиной и с ребенком. А можешь вам сказать, мама, я сейчас скажу, как. По-другому, это бесполезно. Нет, я вот хотела спросить. Вы можете сказать, мама, я буду счастлив, когда свой рот закроешь. Прямо в этот момент я прямо испытаю прилив счастья. Ну, так что? Ну, это не доходит. Я уже пыталась прекращать общение, какое-то, наверное, с полгода мы не разговаривали. Но я все равно же, это мои родители, я их люблю, я за них переживаю, мне хочется как-то с ними контакт поддерживать. И я понимаю, что я буду работать сама с собой в этом смысле. Нет, вот а в чем ваш вопрос? Вопрос, как работать с собой, чтобы перестать обращать внимание вот на эти... Никак, не совет. Вы что, мазохист, что ли? Никак. Значит, я вам расскажу. Маме надо очень вежливо и нежно сказать, дорогая мамочка, я тебя очень люблю. Как только ты переходишь границу, я не смогу с тобой дальше общаться. У мамы в одно ухо влетит, в другое вылетит, она не поймет. Ну и не надо. Она начинает говорить, пока все хорошо, вы разговариваете. Как только она переходит границу, вы очень нежно и ласково говорите, мама, вы не делаете, мама, я должна бежать, мама, мне надо идти, мам, я больше говорить не могу. То есть это никаких истерик, никаких киданий трубок, никаких замечаний. Вы вообще не трогаете эту тему. Вы просто не продолжаете. Мамочка пока-пока да, убежал. Да, вот так, я да. вам так ход Вот подбросила. Мария, правильно, да, даже нежнее, чем я у нее получилось. Что она девочка. Ну вот, и все. Через 2 месяца, по моему опыту, мама будет не узнать. Любовь пишет. Добрый вечер. Я всю жизнь оправдывала ожидания мамы. Выполнила все. Выучилась на красный диплом. У меня есть семья, есть ребенок. А вот что теперь делать, я не знаю. Вы знаете, это было гениально показано в фильме «Форрест Гамп», который стал бегать через всю Америку. Бегал, по-моему, там несколько лет он по фильму бегал. А потом вдруг встал, и люди за спиной, которые тоже во время бега присоединились, говорят, а что дальше? Говорит, а дальше я домой пошел. Так бывает, когда у людей есть или ложные цели, или вообще, как бы сказать, человек не просто живет. Дело в том, что в здоровом состоянии человек, просто живет. И его цель — это, в принципе, реализация его желаний. Но есть люди, которые не могут просто жить, потому что они, например, подвержены тревоге. Им надо обязательно куда-то бежать. То есть у них должна быть какая-то цель. Они должны, я не знаю, денег заработать к какому-то времени, еще что-то. Вот у меня в Фейсбуке, я смотрю, девушка одна, написано «Проживание Москва-Нью-Йорк», там четко написано: «Когда будет мой первый $1 миллиард?» Спрашивает девушка из Москвы-Нью-Йорка. Хочется сказать, скорее всего, никогда с таким подходом. Но, может, дай бог ей, чтобы у нее все-таки было. Поэтому бывает, что человек куда-то бежит к цели, а потом разочаровывается и не знает, что делать дальше. Замуж вышла, ребенка родила, работу нашла, вот эту печень посадила, дерево спилила, дом построила. А что дальше делать, непонятно. Почему? Потому что весь набор непонятный. Если вы просто живете, делаете то, что вы хотите, у вас такого не случается. Я бы сказала, восстанавливать печень. Здравствуйте. Здравствуйте. И все? Нет, добрый вечер, Мария Михаиловна. Я на самом деле настолько рада, что дозвонилась вам, что должна собрать себя в кучку. У меня, в отличие от предыдущей девушки, все наоборот. У меня куча всяких планов, стремлений. Даже если я добегу до своей какой-то цели, знаю точно, что не остановлюсь и придумаю что-то новое. Но что касается ожиданий моих личных, у меня здесь немножко по-другому случилось. С детства раннего, лет с 13, я мечтала, что стану гинекологом, и я настолько шла к этому пути. Я уже в школе ходила в морг на вскрытие, все до сих пор угорают надо мной, что я такая смелая. А на самом деле все это безумно интересно, и настолько хотела. Когда Вселенная вмешалась в мои планы, я внезапно забеременела от своего будущего мужа в юные 18, я, конечно, все это не ожидала, что так получится. Врачом так и не стала. Всю жизнь убивалась, просто не поверить из-за этого, что вот я могла спасать людей. А почему вы не стали врачом? Я не смогла, у меня финансовое положение было такое, что мы просто с мужем
выживали. Было совершенно вообще не до образования. Кстати, вуз я закончила потом, просто, скажем, для галочки, когда мне уже было 27. Ну, врачом я так и не стала. Врачом хотела стать просто потому, что очень хотела. Спасать людей хотела, и мне все это очень нравится. Вот, в итоге, Так. я сейчас предприниматель. У меня, как бы, слава богу, все хорошо. Я не то, что там супер-мега богата. Ну, слава богу, все хорошо в материальном плане. Здесь немножко парадокс. Я не знаю, чего там от меня ожидала мама. Они-то всегда знали, ну, они это мама. Мама у нас глава семьи. Мама всегда уверена была, что я вот хочу стать врачом и буду врачом. А по факту получилось, что я выскочила по залету, простите, как есть, так есть, выскочила по залету замуж. И, ну, как бы все пошло не так, как я говорила с детства. Но при этом здесь и сейчас я безумно счастлива. У меня, ну, есть некая материальная база, у меня огромная внутренняя вот эта свобода для моей деятельности, потому что я не просто там, знаете, купи-продай, у меня есть еще и творческая реализация. Это офигенно для моих 37, при том, что это именно результат моей трудовой деятельности, а не, скажем, там, помощи. А чем вы занимаетесь по бизнесу? Что, простите? Чем вы занимаетесь по бизнесу? Да, у меня 2 розничных магазина, как бы это примитивно не звучало, но это для меня лично это очень круто. А чем магазины торгуют? Да, да. Вот. Нет, да, чем? Чем они торгуют, магазины? У меня материалы для мастеров ногтевого сервиса. О, понятно. Мгм. Спасибо вам большое, действительно. Тут есть творчество. Тоже 2 слова хочу прокомментировать этот звонок. Дело в том, что многие люди имеют огромные заблуждения, что если они попадут из точки А в точку Б за какое-то время, то им будет счастье. Вот этот звонок показал, что счастье никак не связано с целями в принципе. Но счастье связано с характером, с психикой, со способностью вообще быть счастливым или радоваться жизни и так далее. Но люди так не думают. И, будучи часто людьми не очень счастливыми, они придумывают смыслы, цели, думая о том, что когда они это достигнут, ну, самое такое простое — это выйти замуж, родить ребенка, заработать денег или просто на халяву получить денег и так далее, что это как бы изменит жизнь и делает счастливыми. К сожалению, не всегда это правда. Ну, попробуем с телефонным звонком, только 3 минуты есть. Добрый вечер. Уже 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Анна, мне 40 лет. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил. У меня, знаете, такой вопрос. Я на самом деле там полностью реализовалась, и все у меня хорошо. Я красивая, богатая, замужем, и не один раз. Но я вот, знаете, понимаю, что и ожидания родителей я тоже всю жизнь реализовывала. Занималась спортом там, с 6 лет и до 19, да, то есть, но я колоссально вообще тревожный человек. Вот просто есть стресс, я в нем живу и тревожусь. Нет, когда стресса, вроде я все решила. И я переживаю, что стресса нет. И вот я просто прям физически от этого страдаю. То есть и еще ужасно ревную к младшему брату. Вот. Считаю, что вас любили меньше, чем его? Ну вот мне кажется, что они, знаете, как-то мной занимались, а он рос уже, вот там, он на 5 лет меня младше, он рос уже так более таким, а мной они прямо занимались. Так это он должен вам завидовать и ревновать, а не вы ему. Ну, Нет? получается как-то наоборот. Так, еще ваш вопрос. Мой вопрос, как вообще, и причем родители мне говорят, что ты так волнуешься, они прям говорят, не парься, забей. Я понял. Вопрос, как избавиться от тревоги, да? Да. Вы да. начните хотя бы почитать, ну, или можете книгу, или хотя бы просто отдельно 6 правил, и начните с простых вещей, с первого хотя бы правила. Может быть, это вам поможет, особенно в той части, что свои решения надо доводить до конца, не меняя, ну, и пытаться делать то, что вы хотите. Потому что при тревоге люди рационализируют свои действия, потому что им надо контролировать последствия своих действий. Когда они делают то, что они хотят, они не знают последствий, их еще больше нервирует, но на выходе они получают более спокойную и стабильную психику. Я так догадываюсь, мы на
пара-тройка минут разлучаемся, да? Точно, разлучаемся, но наши слушатели вспоминают великий анекдот. Сереженька, мальчик гуляет во дворе, мама кричит из окна: Сереженька, иди домой, а я уже проголодался, мам. Нет, ты уже замерз. Да, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Анна. Вы говорили ранее, вот что бывает, если человек живет ложными целями. И у меня вопрос, как понять, что цели и желания в жизни, они навязанные нам, они... Спасибо, Аня, хороший вопрос. Ну, давайте разберемся. Ну, как можно считать цель ложной? Например, вы пытаетесь реализовать мамину мечту стать балериной, хотя вас тошнит от любого театра, включая музыкальный и драматический. Но мама хочет. Вас с детства отдали на балет. Второе, вот как с актрисами, это желание быть в центре внимания, и вы готовы чем угодно заниматься, чтобы быть в центре внимания. Дальше. Вы родились в нищей семье, ели не каждый день, и теперь у вас, кроме выживания и навязчивой идеи заработать денег, других мыслей нету. То есть, когда у вас есть представление о том, что правильно с точки зрения социума, там, ваших родителей, ну или там девочка должна. Вы знаете, что биологи давно выяснили, что если девочку специально не воспитывать, то у нее нет призвания ни детей рожать, ни замуж выходить. Так вам на всякий случай. Потому что это вообще не призвание. Это результат воспитания, результат социальных ожиданий. А биологически тут вообще все по-другому выглядит. И если бы там девочке в детстве не давали кукол, если бы она не видела пример родительской семьи, ей бы не внушали идеи, что ее счастье заключается в замужестве и деторождении, многие бы как-то без этого обошлись. И, кстати, еще любопытная вещь. Мы все считаем, что секс — это такая врожденная потребность, инстинкт для того, чтобы размножаться и, так сказать, увеличиваться в количествах на Земле. А на самом деле наши предки, чтобы вы знали, не видели никакой связи между сексом и беременностью. Прошли века, прежде чем они додумались, что... Вы сейчас переворачиваете устои. Что же Да. наши предки считали, что это для удовольствия, если Секс, не видели, да, что... секс, во-первых, для удовольствия, во-вторых, он очень как бы укреплял отношения между людьми. А то, что вдруг потом кто-то беременел, они по-разному к этому относились. Притом это понятно, потому что, например, в разных монастырях вам предлагают от бесплодия потереться головой об чью-то ногу, и вы после этого родители пройти сквозь ворота 6 раз. То есть они вот так представляли себе беременность и все остальные истории. Ну ладно, у нас звоночек, который заговорился. Евгений душещипательную историю пишет. Я ожидал, что отучусь в школе, отучусь в вузе, отмучаюсь, так сказать, и дальше все будет прекрасно. Я буду счастливым, богатым властителем каких-нибудь наверху социальной иерархии. Так представлял Евгений. В общем, было много проблем и кризисов, но с вашей помощью, Михаил, жизнь улучшилась очень сильно. Да, денег, я так хочу добавить, не прибавилось, но жизнь улучшилась. Добрый вечер. Здрасте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Лосине, мне 37 лет. У меня такая ситуация, что я, мне кажется, вообще не оправдала не то, что чисто, я не оправдала ожидания, можно сказать, нации, если это можно так назвать. А как называется ваша... Я выросла в армянской семье, но Так. в Москве с самого раннего детства, и, естественно, все ожидания. У нас 4 ребенка в семье, я старшая девочка, все остальные тоже девочки. И, естественно, ожидания какие? Что девочка там выходит замуж, она вот скромненькая, все там читает, учится. Там, все, что касается учится, медали получает, дипломы красные получает, естественно, я это сделала. Но в какой-то момент, Мне когда... нравится слово «естественно». Так. Когда мне надо, то есть когда надо было уже, ну, то есть институт закончила, все, следующий шаг, надо же выходить замуж по традициям, то все. Тут случился коллапс, потому что я поняла, что я всю жизнь не то, что понимала, чего я хочу, а я понимала, чего я не хочу. То есть у меня был пример семьи и вообще общества, микрообщества, в котором я жила, то есть национальными традициями, которые мне были очень, не близки в плане там отношения там, к женщинам, еще как-то. И я в какой-то момент начала убегать, то есть не хотеть того, что вокруг меня.
И, ушла в карьеру, переехала от родителей с горем пополам, в общем. И потом, когда я уже начала вроде жить самостоятельно, уже не зависеть от родителей, одна, и я не могу понять, чего я хочу, потому что всю жизнь я жила из позиции, чего я не хочу и от чего я убежала. Да, то есть, да, мне сейчас хорошо, но я так и не поняла, чего я хочу, потому что вроде семья и вот это вот рождение детей, мне это было симпатично, но я никак не могла смириться. Лухине, давайте прямо с этого вашего вопроса, что я хочу, и начнем разбираться, тем более такой вопрос не только у одной вас. Итак, предположим, вы жили какими-то чужими ожиданиями, представлениями о счастье, радости и правильной жизни. И тут, когда вы решили жить своей жизнью, выяснилось, как не надо, вы в курсе, а что вы хотите, вы не знаете. Рассказываю, как решить эту проблему. Для этого надо буквально 24 часа в сутки начать спрашивать себя, что я хочу, при этом перестать все делать на автомате. Дело в том, что если вы сейчас подумаете, как вы живете, то вы обнаружите, что 2/3 вашей жизни сформированы абсолютно автоматически. Вы примерно одну и ту же с утра еду едите, встаете примерно одинаково, ходите на какую-то работу уже много лет. У вас до автоматизма доведена большая часть вашей жизни. Но если вы задались вопросом, что я не очень понимаю, мое это или не мое, то это повод для того, чтобы остановиться и сказать, а давай попробую, я буду жить не как я привык, а что я буду спрашивать себя прямо с утра, что я хочу. Как это выглядит? Вы с утра встаете. Первый вопрос. А я хочу вставать в 7 утра? Вдруг вы говорите, не, хочу в 10. Но работа начинается в 9. Но тут все по-взрослому. Тогда вплоть до смены работы придется что-то делать. Я, кстати, обратил внимание, Мария, что врачи, например, даже самые крутые, профессора, академики, и богатые, в принципе, люди, все равно, как дети, должны в 8 утра быть в школе. Я имею в виду в больнице. Неважно, сколько у них денег, например, нейрохирурги Америки зарабатывают больше $1 миллиона в год. Но в 8 утра они уже в ординаторской сидят. Зря выросли, да? Да, зря вообще эту профессию взяли. Ну вот. И, кстати, и они так живут. У них совершенно другая жизнь. Они не могут, как мы, загулять там до утра, потому что им в 8 утра опять надо быть на работе. Так вот, вы должны спрашивать, что я хочу. Хочу вставать, встаю. Нет, я буду дальше думать, менять свою жизнь, может быть. Дальше, что я хочу есть. Не что я обычно ем, не что полезно, не что у меня в холодильнике, не что правильно, а что я реально хочу. Пытаться эту еду найти и поесть. И вот так вот, шаг за шагом, когда там звонит подруга и говорит, пойдем, у нас тут у Светки день рождения, она нас завтра звала. Не надо говорить, пойдем или не пойдем, надо спросить, я туда вообще хочу идти или нет. То есть попробовать перезагрузиться по поводу всей жизни. И тогда у вас постепенно начнется видение и понимание, что вы лично хотите, а не то, что вы привыкли так жить. Зачитаю сообщение от Марии из Москвы, просто оно поддерживающее. Помните, в первой половине у нас была слушательница, которая про стресс говорила, что она очень тревожная, успешная, но тревожная. Мария из Москвы. Успешно-тревожная. Успешно-тревожная, да. Всю жизнь работаю в ивентах, пишет Мария, делаю мероприятия уровня конгрессов с первыми лицами. 3 года назад выгорела до постоянного какого-то стресса, и вот в поисках спасения я пришла к реализации самой глобальной детской мечты — фанфары и иго-го — это конный спорт. От стресса спасает невероятно. Плюс сейчас запускаю собственный бренд модной экипировки для конного спорта. Муж и дети тоже счастливы и спокойны со спокойной мной. Кстати, завела 2 собаки из собственного коня. Да, вот это мечта. Единственное, конечно, как зовут девушку? Мария. Мария не пишет, а работать она собирается как? Лошадь с собаками требует корма. Экипировка, модная одежда. То есть не ивенты делает, да, Мария продавая. под контролем. Да. Мария молодец. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Инна. Да, Инна. У меня сегодня день рождения, и Михаил сегодня услышать вас, зазвониться в свой день рождения вообще. Я вас поздравляю, Инна. Поздравляем. Да. Спасибо. У меня мама была нарцисс. Я сейчас учусь на психолога по ее воспитанию. Точно нарцисс, не орхидея.
Не тюльпан, а вот буквально прямо нарцисс. Да. Я третий ребенок в семье от второго брака, и разница с старшими детьми 10-15 лет. И, значит, меня мама решила еще чуть-чуть пожестче воспитать, потому что тот результат ей не понравился. И да, я училась в том же университете, где она, где старший брат, где сестра. Значит, работала в том же направлении, где все мы. В какой-то момент, пока не перешла к ощущению, что что-то в жизни не так, не понимала, что, но дошла вот в этой постоянной гонке. Ты приносишь маме результат, а она его обесценивает. И что? А еще что? И такая вечная погоня вперед привела меня к финансовым проблемам, и эти все мои финансовые проблемы перешли в достающую позицию мамы. И получается, что до какого-то периода она очень гордилась мной условно, то есть мне это не показывало, а когда когда в какой-то момент я загнулась, тем более не оправдала ее ожидания. И, скажем так, через очень короткое время я услышала от своей мамы, что жить ей незачем, что дети ее все разочаровали, что ничего ей в этой жизни не интересно. Через полгода она сгорела от рака, никто мы этого не знали. Вот, собственно говоря, у меня вопрос следующий. Вот поскольку она все держала под контролем, то оказалось, что я вообще не знаю своего отца. Ему 68 лет, и получается, что каждый раз, когда я звонила маме, она перехвачивала, и даже маме и папе, она всегда перехвачивала трубку, все время сама пыталась говорить, я говорю, папе привет, хорошо. Или, например, когда я переезжала к ним, я уже давно с ними не жила, то все общение было только с ней. И вот сейчас у меня вопрос, как узнать 68-летнего мужчину вот своего отца, потому что у меня вообще нет, какой вопрос я ему не спрошу, мы никак не можем понять, что имею в виду я, и что когда он со мной общается, я не могу понять, что он имеет в виду. То есть я понимаю, я не очень понимаю ваш вопрос, если честно. Он знает, что я тоже люблю, но связи какой-то такой мы не можем найти. Может, посоветуете что-то, что А я вопрос не очень понимаю. Например, что он вас спрашивает, и вы не понимаете, или вы спрашиваете, он не понимает. Пример приведите какой-нибудь. Да, у нас есть только одна тема, на которой мы можем постоянно общаться, это погода, я рассказываю, как у меня, как у него. Например, я спрашиваю, папа, как прошел день? Нормально. Все, на этом ответ закончился. Так это же стоп. Это абсолютно понятный диалог, и вы понимаете, что он вам ответил. Вам ответ не нравится, это другой вопрос. Но вы не можете на это сказать, что мы друг друга не понимаем. Здесь абсолютно понятно. Папа, как прошел день? Папа говорит, нормально, здесь что непонятно? Окей, то есть это такая, может быть, форма общения на вопрос просто хорошо, да, нет и... Ну да, папа не хочет то, что вы от него ждете. Говорит, так, я встал в 8:20, я съел 2 крутых яйца, кусок белого хлеба с маслом, я надел штаны зеленые, у меня, кстати, 35-й размер. Я надел ботинки 43-го размера, серые, шнурки зеленые. Вот это вы хотите? Нет, наверное, я бы хотела просто, что он чувствовал, или что вообще какие-то... Он не девочка, мужчина вообще не фанат. Да, не конкретно, а более как-то чуть попонятнее, как он. Нормально. А мужчины не фанаты рассказывать в подробностях и в красках, как они провели это лето. Это такая... Девочки больше, так сказать, склонные, больше любят. Вот. Вам надо с папой не по телефону, наверное, разговаривать, а как-то вместе пытаться время проводить. Тогда будет больше тем для обсуждения, и будет понятно, кто чем живет. А пока как дела, когда вы говорите человек, которого никогда в глаза не видели, то он тоже не очень понимает, что вы в свой вопрос вкладываете. Я понимаю, что вам все интересно, но это потребует времени и терпения. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, наконец, первый мужчина проявился. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. А вы знаете, у меня такой вопрос. Вот с родителями, да, были очень сложные отношения, там, с отцом, с матерью, но в какой-то момент, когда появились свои дети, мне получилось хорошо решить вот этот вопрос с
ну, как относиться к их ожиданиям, что они там недовольны все время. Ну, то есть в детстве было, ну, у меня было ощущение, что мы все время недовольны. Я все делаю не так, и на вопрос, почему так происходит, мне говорили, ну, а как же, мы же тебя, что же мы тебя будем хвалить, а значит, ну, вот, кто как не близкий скажет тебе твои недостатки. Ну, слава богу, с родителями, когда все это было, я эти вопросы решал. Но потом я понял, что в отношениях с окружающими я все равно все время жду вот этого подтверждения, ну, что довольны, да, что довольны общаясь со мной или по работе, или не важно. И вот у меня вопрос, как с этим быть? Ну, вы знаете, я частично на ваш вопрос уже отвечал. С этим быть очень просто. Перестать спрашивать других людей, начиная с родителей, кончая вообще какими-либо людьми, по поводу себя. То есть стараться ориентироваться, то есть когда у вас вызывает самого вопрос, там, как я выгляжу, или правильно ли я делаю, или как я работаю, вы этот вопрос себе должны адресовать и сами на него отвечать. Я так понимаю, мы сейчас опять прервемся буквально на пару минут, да? Точно, только одно поддерживающее сообщение Да. от Евгения. Евгений в Нижнем Новгороде живет, ему 71 год. Так вот, в школьные годы Евгений мечтал ездить на электричке, я процитировала. А в прошлом году сын подарил электросамокат. И за лето я наездил 4000 километров. Нифига Сбылась себе. моя мечта. А знаете, я только детства. сегодня сел, всего 159 за целое лето. Вам еще до Евгения Да, кататься далеко. и кататься. Да. Добрый вечер, меня зовут Гузеля, мне 33, я экономист, но с 16 лет я хотела быть кардиохирургом. Однако мама сказала, что это тяжелая работа, а Гузель живет в Швеции. Я рада своему образованию, но когда встречаю молодых врачей, мне становится грустно. Как перестать испытывать это чувство? Я точно знаю, что не хочу убухать 10 лет на образование, чтобы стать хирургом. Но, тем не менее, грустно, что детская мечта не сбылась. Что сейчас сбылась или не сбылась? Это не волшебство. Это не загадывай желание между двух Сергеев, или когда ты ешь первый раз еду. Это, если вы хотите быть врачом, вы просто идете и учитесь на врача. 10 лет, кстати, не такой большой срок, там многие и 15 лет учатся. Вот, потому что на Западе есть не могу выговорить, резидентура это называется. Вот, после ординатуры. И поэтому, если вы хотите, ну, вставайте, станьте врачом. Если вы не стали врачом, то вам надо это принять. Ваша проблема в том, что вы не принимаете то, что не сбылась ваша детская мечта. А когда ребенок маленький, родители могут им манипулировать. Когда он все-таки уже большой, то ему надо взять ответственность на себя, почему он стал жить так или иначе. Звоночек? Да, добрый вечер. Здрасте. Алло. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Мария. Можно задать вопрос по поводу родительской манипуляции? Ну, давайте попробуем. Ага, ну вот папе около там 70 лет, 68. И, знаете, звонит каждый вечер после 10, когда я уже сплю, и дети все мои спят. И на утро я выслушиваю, значит, почему ты не берешь трубку? На что я говорю, пап, ну мы спим, у нас режим, как бы мы рано встаем очень, и я не могу вот отвечать в 11-12, когда ты не спишь. Угу. А если отцу плохо, а если отец умирает, а кто ему поможет, а что это, вот я не такую старость себе хотел, я не такую представлял, и какой ужас, во что выросла моя дочь и так далее. Вопрос в чем? Ну да, у меня уже нет сил как бы сдерживаться и культурно отвечать ему, как-то вот там, пап, ты пойми, там у меня другой график, ты днем спишь, ночью тебе заняться нечем. Ну и как-то однажды, высказала все, что думаю, в том плане, что, это предел эгоизма, на мой взгляд. Так. Ну вот как, и это, понимаете, и вот несмотря на это продолжается все то же самое каждый божий день. В чем ваш вопрос? Что, извините? В чем ваш вопрос? Да, как ответить или как поддерживать нормальные, адекватные отношения при вот этих постоянных ковыряниях, вот, знаете... Ну, давайте начнем с простых вещей. Ночью телефон выключаете. Да, так и есть. И папа хоть и пусть обзвонится. Дальше. Так и Когда есть. папа на утро звонит, вы ему сразу говорите, папа, если ты хочешь отношения повыяснять, то мне надо уже убегать. Ну, и мы сегодня это обсуждали.
И папа попадает в ситуацию, что как только он переходит границу, на этом разговор заканчивается. Только без грубости, без хамства, хотя папа молодой еще. Вот. Тем не менее, все равно, там, папа, мне надо идти. Пап, я больше говорить ему, пап, потом поговорим. Через 2 месяца папа, я говорю в среднем 2 месяца, просто опыт такой есть. Папа понимает, что он может сколько угодно открывать рот, но с ним никто не будет разговаривать. Если он хочет, это он должен решить, как общаться, а не вы. Если он хочет нормально общаться, он эту тему убирает. Если он хочет выяснять отношения, с ним никто не говорит. И он, я думаю, сделает правильный вывод. Я вам желаю успехов. Друзья мои, вот наша программа подходит к концу, я хочу подвести некоторые итоги. Во-первых, не надо все валить на родителей, потому что, когда вам там 13, 15, хорошо, 16, 17 лет, и вас прямо заставили под дулом пистолета пойти учиться в институт стали и сплавов, а вы хотели пойти в консерваторию московскую по классу рояля, да, наверное, вы были ребенком, и от вас здесь ничего не зависело. Но если вы взрослый человек, вами нельзя манипулировать. Более того, я догадываюсь, что многие бы и не стали бы этим заниматься, что родители хотели, но у них не было денег своих, чтобы учиться на свои деньги и жить. И так как они зависели материально от родителей, они выбрали то, что им родители выбрали. И это надо себя признать. Вы можете поменять свою жизнь в любом возрасте. Вы в любом возрасте можете перестать жить ожиданиями ваших родителей, а жить, собственно, даже не ожиданиями, а я бы сказал, своими надеждами, радостями, целями и так далее.